Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рак. Таро прогноз на декаду, на 10 дней. Кто или что спешит в вашу жизнь? Давайте узнаем, каковы события будущего с 10 по 20 июня. Что будет меняться, или, может быть, это будет связано с новостями какими-то, или теми событиями, которые происходят вокруг нас, что скоро произойдет, что изменится, возможно, или откроется, как правда, тайна. Давайте с вами узнаем. И у нас сегодня две колоды. Первая — это у нас оракул Ленорман, колода, точнее, Ленорман, которую прорисовал Чиро Маркетти, мне она очень нравится. И мы не будем задавать вопросы традиционно, мы просто достанем 4 карты и позволим картам раскрыть перед нами события или сферу вашей жизни, где вам придется более детально или больше времени уделять внимание, что-то решать, может быть, и менять. Давайте узнаем. Я же вас хочу пригласить на свой сайт, и я оставлю ссылки в описании под видео. Вы можете перейти, прочитать, как и статьи по психологии на моем сайте. Есть и астрологические прогнозы, в том числе по энергиям, с позиции китайской астрологии. Вы найдете что-то для себя интересное, я практически уверена. А мы идем вперед. 4 карты. Что же там за события ближайшего будущего? Так получилось, что открыла карту, а хотя не собиралась. Но менять мы ничего не будем. Змея. Продолжим. Достану еще 3, выложу все карты, и дальше мы перейдем к объяснениям. События ближайших дней. Так кто и что спешит в вашу жизнь? Вот интересно. И ведь, кстати, эта карта может... У нас сейчас с вами год змеи. И может символизировать иногда, как страстная любовь, почему нет? Или время, когда от вас потребуется мудрое решение. Явно есть тот вопрос, который... Ну, вот говорят, поспешишь, людей насмешишь, а вот вам нужно подумать. И, может быть, этот какой-то маневр для себя так просчитать. Или соединить то, что соединять обычно сложно. Какие-то противоречия, может быть, в себе примирить. Хотя и быть осторожным, безусловно, точно. И это всегда карта говорит о том, что не все так однозначно. Иногда за масками наших доброжелателей, увы, могут скрываться и те, ну, которые не совсем доброжелатели, будем говорить. И это может быть кто угодно. Ну, давайте мы зададим остальные вопросы. Что у вас прояснится? Или что скоро произойдет из разряда того, что спешит в вашу жизнь? Может быть, это как раз и будет связано с этой картой. Давайте узнаем. Следующая карта – неожиданности. С чем это может быть связано? Третья карта у нас будет символизировать, в чем ваша фортуна, в чем ваша сила, в чем ваш успех, что исполнится, может быть. И по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес, сфера ваших достижений, энергия денег и любовь и личная жизнь. Давайте откроем еще следующую карту, чтобы понимать, какой увязки. Вот, смотрите, вот явно замечтаться нельзя. С одной стороны, вы можете, может быть, через какие-то договоренности, обещания попасть в такую недвусмысленную ситуацию, когда вы в чем-то уверены. И чаще всего наша уверенность и для вас астрологически очень добрый месяц июня. Это правда. Вполне вероятно, вот с этими добрыми энергиями приходит, как мы говорим, жизненная сила, оптимизм. И это, безусловно, замечательно. Но часто на волне нашей какой-то самоуверенности, может быть, с нами и случаются эти метаморфозы. Почему? А потому что мы уверены. Мы меньше слушаем свою интуицию, мы меньше обращаем на какие-то знаки судьбы, кстати, да, подсказки. А вы ведь люди интуитивные. И вы можете чувствовать: ах, мне сейчас море по колено, я сейчас быстренько все вопросы решу. А тут возьми, какой-то вопрос упирается в конкретного человека. Поэтому все-таки какая-то гибкость, мудрость, а может быть и на грани с хитростью, для вас необходима, потому что карта лиса. И именно в этой карте лиса как будто пробежала уже куда-то и еще оглядывается. Вот
просчитывайте что-то на пару шагов вперед. Для вас вообще будет очень важно видеть на пару шагов вперед, потому что то, что нам кажется в данный период времени, вовсе не так проиграется, может быть, через какой-то период, а может быть, через пару дней. Здесь определенно есть совет себе не навредить. Здесь торопиться вроде как не нужно, потому что в спешке мы часто что-то осуществляем, за что себя не благодарим, потому что на эмоциях это все. Вот здесь ни разу не про эмоции. Помните, что у нас до конца 2025 года это энергия адаптация. И здесь как все то, что вы уже достигли. Или в чем ваша ресурсность. Это могут быть и буквально денежные вопросы, не просчитаться. Но куда вы потратите время? Или к чему вы приложите свои таланты? В конечном итоге ведь это тоже какой-то эквивалент. И вот такие важные вопросы по части ваших ресурсов нужно понимать, что вы будете продолжать, а что нет. И причем ведь это может быть с любой позиции. У вас выпали две карты, которые вот именно таких двойственных энергий. И это может быть как и вопрос по работе, это могут быть вопросы с соседями, могут быть и вопросы с друзьями и даже с вашими родственниками. Вот делите все надвое. Здесь точно ваша интуиция вам помогает. Будьте сами, мои дорогие. Вот как эта змея. Она интуитивна, она наблюдает, она анализирует и только потом действует. И вы ж с вашей интуицией, я абсолютно уверена, все загадки тайны разгадаете. Но если мы говорим, что спешит вашу жизнь, я вполне могу и предположить для кого-то то, что было для вас словно за гранью или какой-то тайной, вот здесь будет проясняться. Из разряда того, что вы в чем-то даже участвовали, но не видели. А вот здесь, может быть, все встает на свои места. Давайте откроем следующую карту событий будущего. Соответственно, и карта. Захочется подвести итог. Наверное, в этот период времени вы можете, так переоценивать по-новому свое окружение, как и ближнее, так и далекое. Может быть, иногда и даже наши близкие нам выдвигают какие-то, идеи, может быть, и требования, и мы на что-то соглашаемся. Тут может быть собственный ляпсус, когда мы понимаем, надо было именно мою точку зрения мне сохранить, не поддаться на какие-то уговоры. Вот что-то подобное я могу тоже где-то предполагать, потому что мы все разные. Тут ведь будет важно, с одной стороны, собрать вот этот урожай, но все же нам показано как коса, серп, и это острие. И значит, мы не должны пораниться. Хотя пораниться мы имеем такой шанс. И имеется в виду по этой карте резких каких-то телодвижений или резких заявлений, вердиктов, когда так вот, знаете, наотмашь нет или наотмашь да, а потом мы начинаем думать. Вот сначала надо думать, а потом действовать. Вот где-то об этом нам говорят карты. Вот мне вообще непонятно, с чем это связано. Тут может быть связано, поскольку у нас бубны, вопросы документов и денег. А у вас, в конце концов, вы можете даже, кстати, правда, для кого-то проигрывается так, вот это прежняя история, вы ее как будто переосмысляете. У кого-то это может проигрываться действительно вопросы любви, вопросы страсти в том плане, что вам очень хочется быть с каким-то человеком. Как притяжение, магнетизм какой-то. Но вот так вот шаг за шагом вы понимаете, что есть какая-то нечестность. Или вы начинаете сомневаться. Может быть, просто сомнение, ведь аркан лиса соответствует у нас девятке. С одной стороны 14 сложим, получим 5. Недостаток внимания, недостаток честности, недостаток какой-то конкретики. Но девятка – это еще и перемены. Поэтому у нас тут двояко. Мы можем провести этот разговор, да, и вынести на поверхность. Не самому додумывать, да, и думать, что надо же, какой коварный человек. А может быть, мы и неправильно поняли. Вот здесь через диалог мы точно больше для себя проясним, стоит какую-то историю продолжать или вообще нет. Или это мы будем завершать. Тут самое главное в плане вердиктов не очень торопиться. Но вот посмотрите, да, это могут быть вопросы как и денег, потому что бубны, но и благополучие вообще, как качество жизни. И здесь и взаимодействие, и контакты, и друзья, и близкие. Да все вместе. И вопросы, кстати, жилья и дома. Тут все может перемешаться. И вам, видимо, во всех этих делах нужно навести порядок.
чтобы вы понимали, куда вы сами идете, какие вы ресурсы имеете и как вы, главное, будете прикладывать в будущем. Так вот, 6 – это всегда число по нумерологии, как вершина нашей активности и победа, а двойка – это взаимодействие. То есть тут какое-то взаимодействие все равно продолжится, но может быть в каком-то более правильном ключе. Или когда вы можете прояснить через разговор свои позиции или отношение человека к вам. Но как будто тут есть возможность примириться, если прежде у вас, кстати, ну вот словно этот серп может для кого-то означать ссора. И вы тут уже все, что могли, передумали, а вам нужно совершить какой-то откровенный разговор и расставить все точки над «и». Может быть, даже в отношениях внести какой-то порядок. Для вас, мои дорогие, ясность. Ну вот еще одна нам шестерка выпадает. И вот эта победа, она все-таки будет. Или прояснение определенно будет. Здесь могут быть самые разные ситуации. Это аркан тучи. Нам говорят, да, тут могла быть та ситуация, когда вы, например, какой-то диалог строили, неважно, по личной жизни, или это касалось работы, и вы друг друга на самом деле не поняли. Может быть, человек, с которым вы выстраивали этот диалог на тот период, находился в каких-то других энергиях, или в какой-то зависимой ситуации, или у него свои какие-то были в жизни тучи, которые на него оказывали влияние, он вынужден был учитывать. Поэтому вот такой момент, как сама острота момента. Вот это следует учитывать, потому что по тучам это не постоянно, это туча. И карта нам говорит, выглянет солнце, все встанет на свои места. Так вот, прояснять что-то, это очень хорошо. А основываться на каких-то предубеждениях, да, себя беречь нужно. Но не погружаться в эту глубокую, опять же, философию, а наоборот, прояснять. Именно прояснять, чтобы для вас не было каких-то уравнений с множеством этих иксов или неизвестных. Наоборот, для себя максимально все как-то упорядочить или сложить в один красивый узор. Или те пазлы, которые не сложились по какому-то вопросу, у вас есть возможность найти. Принять во внимание, что еще и обстоятельства действуют как и на вас, так и на людей. Примите, правда, во внимание, потому что это знание будет вам необходимо, а вы умеете людей понимать. Потому что обстоятельства сейчас, у нас время такое, эпоха перемен, и у каждого свое восприятие, у каждого из нас своя какая-то, адекватность или уровень адекватности восприятия тех событий, которые мы не можем изменить, смотря чего касается ваш вопрос. Поэтому тут что-то могло быть именно на эмоциях. Вот я так могу предположить. А в результате, да, в принципе, не о чем беспокоиться. Но, тем не менее, есть какие-то темы, которым вы должны уделить внимание. Так что же или кто же спешит в вашу жизнь? А ведь и правда спешит. Какая-то новость. Но, видимо, правильно, опять же, про взаимодействовать. По 8 жезлов эта карта отчасти и трансформации, потому что мы получаем какое-то известие. Нам буквально орел несет в лапах какой-то свиток. И человек такой вот изумленный. Какую-то новость, информацию вы можете получить. Она на первый момент может вас ставить в тупик. Или вы можете думать, и что мне с этим делать? Или как мне действовать? Но это только на первый момент. По этой карте предполагается, что мы откликаемся, мои дорогие. Если мы говорим, что спешит вашу жизнь. Здесь ничто не происходит просто так в эти дни. Если это человек к вам с какой-то новостью или в какое-то взаимодействие с вами пытается войти, зачем-то человек вам нужен. Возможно, и вам, не только вам, точнее, нужен человек, но и вы ему нужны. Потому что не со всеми людьми мы можем построить длительные отношения. Кто-то приходит на короткий период в нашу жизнь, и мы как друг друга дополняем в этот период. Вы нужны ему, опять же, а он нужен вам. Поэтому тут не отказывайтесь от какого-то взаимодействия, это точно. Мы тут не можем, мы люди, предвидеть очень далеко или как разовьются события. Карта сама по себе говорит, иди как будто по ситуации. И если что-то пытается войти буквально или спешить в твою жизнь, будь то новость, будь то персона, взаимодействуй с этим. Дальше ты разберешься. Вот правда, по аркану тучи, тут ведь поначалу что-то, вот как это известие, может выглядеть как эта туча. А потом вы скажете, не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот
Может быть то, что вам сначала кажется, ну нет, какая-то ерунда, или нет, я не хочу, что-то внутри противится, или вам не нравится, а в последующем может как раз и быть какой-то перезагрузкой в новом направлении. Недаром карта трансформации и скорости, поэтому откликайтесь. Или если вас куда-то приглашают, может быть, в конкретную местность съездить, увидеть своими глазами, как дела обстоят, да, не по рассказам или не додумывать, опять же, я об этом говорила, а в моменте здесь и сейчас прояснять, какой бы сферы жизни ни касалось, это для вас во благо. Но, правда, какие-то информационные моменты спешат буквально в вашу жизнь. Что же там по неожиданностям? По пятерке жезлов это у нас противостояние. По пятерке жезлов проходят еще люди. Мы не находим с ними взаимопонимания или нашли на какой-то период времени. А мы можем и столкнуться, кстати, с людьми, которые ненадежные. Они нам могут пообещать, да, они будут участвовать в каком-то вопросе. Но если через пару часов для конкретного этого человека придет другое какое-то известие или информация, или его величество случай, он никогда не поставит ваши планы или свои обещания вам на первое место, а свои интересы на второе. Поэтому будьте готовы к тому, как неожиданность, что люди, правда, могут подводить. И вот эти самые эмоции вы можете где-то испытывать. А если вы где-то вооружитесь, что, да, предупрежден, вооружен, значит, какую-то соломку вы себе подстелите. Вообще по этой карте нам говорят, надейся сам на себя. А то, что к тебе приходит в виде информации, может быть, много информации, каких-то новостей, какой-то сумбур информационный. Я так и называю пятерку жезлов карта информационного хаоса. Так вот тут перепроверять, искать, откуда ноги растут у этого сообщения. Или, может быть, если это более серьезный вопрос, заручиться поддержкой юриста и адвоката. Тут ведь у каждого какая-то своя стезя. Вам нужно сделать что-то очень правильно. И любую неожиданность переложить в реальность, прояснить иными словами. И если вас кто-то, словно на словесную дуэль вызывает, не поднимайте эту перчатку, потому что мы можем по этой карте потратить время, силы, а дорога не идет никуда. Вот по части ресурсов мы уже с вами говорили, здесь нужно быть внимательному. Давайте посмотрим, в чем же ваша сила. Ваша сила в надежных людях. Есть определенно, может быть, и есть ненадежные люди, может быть, это новые люди, на которых вы не можете опереться. Но все же двойка жезлов, ваша сила, во-первых, вот уже в том состоянии, в котором вы находитесь сейчас, что бы вам тут ни казалось, тем не менее есть у вас возможности, ресурсы, от чего вы можете оттолкнуться. Двойка жезлов все-таки это определенный, ну, как якорь или уверенность. Не все так плохо. Или буквально это люди, на которых вы можете положиться. Поэтому стройте свои взаимоотношения из того, по вашему прежнему опыту, как вам откликался человек. Может быть, и придется что-то развивать, но тем не менее, наверное, как и надежные люди, так и ваш какой-то базис, это ваше все, это буквально то, что вам помогает. И в этом ваша фортуна. Может быть, буквально фортуна в тех контактах, которые проверенные. А те, которые новые, еще придется 10 раз перепроверять, может быть и больше. Сфера ваших достижений. Какой-то лабиринт, вы пытаетесь найти выход, и все же вы его находите. Но это однозначное решение, потому что нам меч показан как обоюдоострый. Вроде как и не вправо, и не влево, а только прямо. Но вот есть одно какое-то решение или один выход из ситуации. Рядом у нас философ. Пусть он словно отшельника напоминает, но по делам, которые касаются документов, согласований в высоких инстанциях или с представителями закона, законной власти, может быть, с чиновниками, или те согласования, которые вам нужно будет проделать на совершенно новой ступени иерархии. Мои дорогие, надейтесь сами на себя. Только вы сами сумеете провести как правильные параллели. Или вы знаете, чего вы хотите, поэтому вовремя, если нужно, вы, может быть, какой-то запасной аэродром или полшага назад можете отступить, чтобы себе не навредить. Какое-то важное дело не поручайте никому, а сами будьте настроены
на его осуществление. А если необходимы вот эти самые разговоры, то значит нужно в каком-то правильном ключе выстроить, и у вас все получится. Правда, по этой карте заканчивается путаница в нашей жизни. Вполне вероятно, вы получите, может быть, и документ какой-то с учетом 8 жезлов, который у нас вверху выпала. Мы говорим информация, но ведь это может быть и бумага, буквально какой-то пакет, документ, важный, может быть, очень документ, который перед вами словно этот выход из лабиринта и открывает. Но, может быть, это и ваше решение. На кону что-то важное, которое имеет продолжение на далекое будущее. Энергия денег – это ваши достижения, это где-то и работа, ну и, по сути, это новые возможности. По рыцарю чаш деньгами вы как будто останетесь довольны. Деньги, по крайней мере, есть. Ну, может быть, это вы хотите кому-то сделать подарок, или вам кто-то делает подарок. По этой карте мы тоже не должны, опять же, замечтаться. Если это вам дарят подарки или комплименты, здесь воодушевление хорошие, очень даже такие приятные энергии. Что-то определенно у вас получается. Я говорила, вот где-то на воодушевлении или на радости, на каких-то пусть даже добрых эмоциях не следует принимать что-то вот как основополагающее решение или как какое-то вынесение вердикта, потому что у нас могут быть, чего греха таить, замыленные глаза из-за эмоций. И пусть эти эмоции со знаком плюс, ну как плюс, так и минус, уводят от реальности. Вот примите это к сведению. Может быть, вам и придется еще что-то просчитывать. И может быть какая-то поездка, кстати, по части денег. Вот если есть какие-то перемещения в плане согласований или это касается именно решения финансового вопроса, я тут вижу как подсказку: обязательно отправляйся. Как раз ты, даже если не осуществишь, а вверху у нас 5 жезлов, тогда вы проясните какую-то ситуацию. Может быть, в определенной, опять же, местности, увидев все своими глазами или выстроив нужные диалоги, вы поймете окончательно, нужно вам в этом направлении что-то развивать, продолжать, двигаться или нет. Но это добрая энергия, хотя нам по этой карте как вдохновение для заработка, это тоже карта свидетельствует, поэтому очень хорошо развивать личное дело, личный бизнес, личное творчество, все с какими-то новыми предложениями, или когда вы сами для себя как ищете новый фарватер и пробуете себя в новом деле, вот это вам все помогает. Но опять же, не замечтаться или не думать, что то, с чем вы сейчас определяетесь, или думаете, что да, вот это точно начинается хорошо и будет где-то без сучка, без задоринки идти дальше. Нет, эта карта не говорит. Но успей насладиться этим моментом или успей вдохновиться этим моментом. Чего-то тоже не упусти. В последующем, может быть, тебе и придется какие-то рациональные коррективы вносить в ваши направления, намерения и цели. Но, тем не менее, для старта время прекрасное. С чем-то как и определяться, так и пробовать себя первые шаги в новом деле по части заработка. Ну, а у кого-то это могут быть подарки, которые или как помощь партнера, я такое тоже допускаю. Или какие-то бонусы, вот, мои дорогие. Для тех, кто работает, может быть, в организациях, может быть такая радость. Пусть и нам не говорят, что это крупный бонус, но, может быть, даже мелочь какая-то, но для вас добавляет улыбок на вашем лице. Личная жизнь. Ну, у кого-то и по части личной жизни могут быть решения вот таких вот вопросов. Может быть, уже прежде была какая-то история со знаком минус. И здесь по-разному. По 8 чаш мы ищем выход, и мы его находим. Мы говорили с вами, будет желание, можно примириться. Но понятно, для того, чтобы помириться, желания это и должны иметь две стороны. Не только вот вы, но и противоположное. Иначе игра в одни ворота не пойдет. Но ведь и вас тоже тут может что-то раздосадовать, когда вы можете сказать, вот как эта девушка. Это карта, когда заканчивается ожидание или когда заканчивается наше удобство. Мы принимаем окончательное решение. Мы где-то это с вами в самом начале, на протяжении всего расклада говорили. Тут, правда, больше порядка, больше ясности, и в зависимости от того, какую новость вы получите. Или результат какой-то беседы, диалога,
вот от этого будет строиться, что будет продолжено или нет. По 8 кубков, чаш мы ищем выход, мы его находим. Но кто-то, я допускаю, и сумеет договориться, а кто-то и может сказать, как будто прощай кому-то. И эта карта нам говорит о чем? Не о том, что человек какой-то уходит, а наша девушка тут прямо плакать собралась. Нет, она этот платочек, обратите внимание на эту карту, она так вот со злостью сжимает в кулачке, как будто говоря, пошел, вот и иди. Вот как будто тут по-другому совсем обстоят дела. И тогда это для вас. И, кстати, этот аркан предусматривает словно освобождение. Освобождение от того, что не имеет значения, но какое-то время мы словно находились в каких-то рамках. В первую очередь, конечно, это рамки собственных предубеждений. И для кого-то вот этот туз мечей действительно может означать выход из лабиринта. И пусть вот эта карта где-то, я такое допускаю, не будет касаться личной жизни. Но, опять же, это не только про любовь, а это то, что лично вас касается, вашей личности. Но тогда все вот эти значения переложите, что вот это будет связано с выходом из лабиринта. Какой-то лабиринт у вас закончится. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.